Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствует магазин Мир Моделей. Меня зовут Павел. Сегодня мы еще раз проходимся по новинкам, поступившим в наши магазины. И вот давно ожидаемая новинка, то, что все спрашивали. Это звезда. Вот такой вот замечательный, интересный образец бронетанковой техники в 35-м масштабе. Это самоходная 152-мм гаубица МСТА-С, ну или как еще она по индексу 2С, 2А19С. Это вот так называемая вот наша МСТА, всем хорошо известная. Ну, компания давно уже заявляла о том, что она будет делать именно вот эту вот самоходную установку. Ну, немножко истории я как бы расскажу, что еще в Великую Отечественную войну появился класс орудийных систем, которым было необходимо перемещаться на поле боя, тем более, ну, выполняли абсолютно различные задачи, были и бронебойные, так сказать, артиллерийские дивизионы, и были вот непосредственно гаубичные. Ну вот, почему сейчас такое большое развитие ствольной артиллерии, именно самоходной? Потому что при наличии современных средств обнаружения всяких различных вот квадрокоптеров, роботизированных разведывательных систем, любая ствольная артиллерия, которая производит залп в сторону противника, через буквально там 3-4 минуты она обнаруживается. Ее легко можно подавить контрбатарейным огнем. Слышали все, наверное, такую формулировку. И поэтому получается, что вот такая вот установка в составе 4, 5, 6 единиц, там, роты или, допустим, артиллерийского дивизиона производит, допустим, залп, несколько залпов, допустим, и потом тут же меняет свою позицию. Ну вот, значит, ну, касательно вот этого изделия, это наследие, которое досталось российской армии еще от советской армии. Принята она была на вооружение в 1992 году. Вот, разрабатывалась она на базе танка Т-72, но были выявлены в ходе испытаний большие недостатки, поэтому ходовая часть была при орудийной стрельбе, была, значит, заметна раскачка артиллерийской системы, поэтому часть элементов была усилена и изменена на ходовую от танка Т-80, что здесь как бы вы видите. Вот, большая интересная машина. Ну и традиционно мы сейчас заглянем внутрь. Вот такая вот красочная упаковочка. Прямо на лицевой части коробки изображена непосредственно сама МСТА, ведущая огонь с позиции. Ну, с этой стороны здесь компания «Звезда» изобразила то, что она сделала перед этим. Это Т-90, это «Армата» и «Терминатор». То есть те современные бронетехника, которая вот выпускала в предыдущие годы. На обратной стороне, как обычно, один из моделистов, ну или сборщиков моделей, который находится непосредственно в компании «Звезда». Кто-то собирает ее для презентации, для каких-то выставок. Вот собрал эту модель, и вот, естественно, вот эти вот все фотки, это собранные модели, они попадают на глянец упаковочной коробки. Вот, теперь заглянем внутрь. Сразу скажу, что здесь в данный момент я немножко поработал над тем, чтобы избавить. Здесь нету упаковки полиэтиленовых пакетиков, для того, чтобы было удобно доставать и показывать вам, уважаемые коллеги. Вот, все начинается у нас все с инструкции. Непосредственно вот сама инструкция. Традиционно она уже сейчас здесь делается, здесь перечисление литниковых рамок. Дальше идет процесс сборки. Ну, на нем мы подробно останавливаться не будем. Вот. Ну и дает здесь в конце дается несколько видов окраски. Естественно, один, как обычно, для прохода МСТА-С в составе танковых подразделений, участвующих в параде, посвященном 9 мая. Вот. Ну и традиционно здесь они не дают камуфляжных схем, но я думаю, что поскольку
декаль, дающаяся в наборе, она имеет вот такие вот сквозные набор номеров, то я думаю, что можно найти какую-нибудь фотографию в сети более интересную. Конечно, камуфляжные мосты смотрятся намного интересней. Можно подобрать бортовой номер и уже ориентироваться на фотографию, сделать уже, допустим, машину камуфляжную. Потому что камуфляжная машина смотрится довольно-таки интересно. Вот. И вот заодно я вам показал, здесь также есть гвардейские знаки. Ну, теперь немножко мы рассмотрим непосредственно, как они делали. Или знаете, что мы, наверное, сделаем таким вот образом. У нас очень многие коллеги-моделисты просят посравнивать с чем-нибудь другим. Вот. И сегодня у нас есть такая возможность. Мы сразу параллельно будем сравнивать с до этого единственное, кто выпускал МСТа. Это самоходную установку выпускала компания Trumpeter. Тоже в 35-м масштабе. И сейчас мы сделаем такое вот то, что все любят и постоянно нас спрашивают. Мы будем немножко их посравниваем. Конечно, количество литниковых рамок, я думаю, здесь будет приблизительно одинаковое. Вот. И мы сейчас посмотрим, как они отличаются. Ну, первое, конечно, что бы я хотел сказать нашим коллегам-моделистам, это то, что бросается в глаза сразу с первого буквально открытия коробки. Это то, что вот Trumpeter предлагает именно башню, непосредственно где находится непосредственно само орудие. Она идет уже собранная в виде короба. Поэтому в коробке есть специальный отсек, где находится верхняя часть, погон, куда ставится все вот это вот. Ну, вот. А у компании «Звезда» они решили этот элемент расчленить. То есть это набор бортовых там, верхняя часть той же башни, которую потом необходимо будет склеить, естественно. Ну и открытые люки здесь данные, здесь, ну вот двери, вот эти вот, они у Trumpeter присутствуют. Вот это то, что бросилось сразу в глаза. Вот, ну дальше посмотрим верхняя часть. Еще раз говорю, что вот это вот у нас новая модель от компании «Звезда». Ну вот так традиционно, очень те, кто собирал Т-72, Т-80, Т-90, то есть у них приблизительно все это вот в таком виде собирается. Вот так вот дается ванна корпуса у компании Trumpeter. Вот так дает компания «Звезда». Вот, пожалуйста, можно уже сразу увидеть отличия. Зачем-то здесь сделан вырез. Честно могу сказать, не знаю. Возможно, есть какие-то отличия по днищу корпуса, какие-нибудь лючки для слива масла, доступа к каким-то агрегатам. Может быть, поэтому вот этого здесь нету. Ну вот, можете вот так вот сравнить. Это Trumpeter, это «Звезда». Конечно, немножко ей ходят размеры. Вот так вот они абсолютно одинаковые. Ну, конечно, я знаю, что у нас есть большое количество людей, которые начинают все это сильно сравнивать по чертежам и так далее. Но вот это у нас пошли непосредственно элементы ходовой части. Это опорные катки. Опорные катки, допустим, у фирмы Trumpeter. Ну, я думаю, что здесь все очень хорошо видно. Я не думаю, что немножко разные подходы крепления вот этих балансиров, на которых непосредственно рычаги, на которые устанавливаются опорные катки. Здесь они сделаны, как бы, конечно, немножко по-другому. Вот, значит, ну, катков здесь очень много. Вот таким вот образом. Значит, что вот многих, опять же, как у Т-90, если мы касаемся сейчас в данный момент гусениц, опять же, есть верхние и нижние ветви, на которые нужно отдельно приклеивать вот эти вот гребни. Ну, те, кто собирал Т-90, здесь ничего, также и Терминатор от «Звезды», здесь абсолютно сделано то же самое. Хотел бы обратить ваше внимание на детали непосредственно дульного тормоза. Очень мощная такая колобаха, которая довольно-таки украшает и делает неповторимым именно стал. Вот именно вот такой вот
мощный набалдашник. И вот он здесь из двух частей, вот непосредственно на тех рамках, где находится ведущее колесо. Вот. Ну, традиционно для компании Trumpeter, понятно, здесь у них гусеницы все идут отдельно. Есть небольшой кондуктор, на котором все эти собираются. Что бы еще хотелось сравнить, еще, да, очень многие задают вопрос по стволу. То есть ствол компания Trumpeter сделала из двух половинок. Очень многие как бы ругались на это. Но, тем не менее, вот я сейчас вам покажу. Вот этот вот литник, который относится. Вот дульный тормоз, в отличие от Звездовского, если там верхняя и нижняя половина, здесь они сделали, разделили на две половины, боковая, там левая, правая. Ну, я говорю условно. И вот так вот из двух частей дается сборка ствола. Ну, и также поступили товарищи из города Лобня Московской области. Ствол у них тоже, видите, вот дается из двух частей. Понятно, что многие будут задавать вопросы, но я думаю, что есть представители автомаркета, которые стволы эти МСТА уже можно найти, уже модель довольно-таки известная. Я думаю, что какая-нибудь компания РБ вот такой ствол уже выпустила. Ну, вот таким вот образом. Вот. Различные элементы навесного оборудования. Все здесь аккуратненько, тоненько дано у звезды. Вот. Также вот тоже здесь элементы гусеничных лент. Вот. Ну и вот таким вот дает капроновый вот такой шнурок. Это имитация троса. Ну, конечно, компания Trumpeter, как все знают, она дает металлический стволик. Сейчас я его немножечко, чуть-чуть, совсем немножко потерял. Вот он, собственно, нашелся. То есть, конечно, вот это вот многие знают, что Trumpeter традиционно кладет очень мягкий вот такой вот трос, имитация троса, вот такой вот проволока без оплетки, которую, конечно, надо грунтовать, красить, но смотрится, конечно, она намного лучше, чем вот этот вот капрончик. Вот. Ну и традиционно еще, чем еще славится компания Trumpeter, тем, что она дает такой кандидатский минимум в виде каких-то небольших объемов фототравления. Вот здесь вот даны решетки. Ну, я так понял, что это двигательный отсек, система охлаждения, жалюзи, закрытой сеткой от попадания сверху посторонних предметов. Вот, пожалуйста. Декаль также здесь дается просто набор различных цифр, различных размеров. Я думаю, что тут ничего такого нету. Ну вот мы сейчас вот рассмотрели, заодно посравнивали. Конечно, тут сравнить можно много, ну вот, но тем не менее очень похожие наборы. Ну, единственный, конечно, плюс компании Звезда, то что набор от компании Звезда будет стоить в разы дешевле, чем набор от компании Trumpeter. Ну, я думаю, что при нынешних условиях, перед тем, как сейчас компания Звезда отливает свои новые модели, я думаю, что качество, конечно, у компании Звезда, ну, немного, конечно, на мой взгляд, они, конечно, уступают компании Trumpeter, но я думаю, что модель очень достойная. Да, ну вот, уважаемые коллеги, наша сегодняшняя с вами передача была посвящена обзору новинки. Это МСТА от компании Звезда в 35-м масштабе. Индекс вы видите на экране. Ну, что хотел сказать, что до недавнего времени МСТУ выпускала только компания Trumpeter. Стоила она довольно-таки недешево. Ну, многие, конечно, эту модель покупали, собирали, хорошо с ней знакомы. Но теперь есть вот модель от отечественного производителя, которая, конечно, будет стоить дешевле. Ну, при довольно-таки лучшем качестве. Вот, очень рады мы тому, что Звезда радует нас пополнениями в ряду российской военно-танковой техники.
большое внимание они уделяют. И если человек моделист будет собирать такую модель, она будет хорошо и очень внушительно смотреться на полке. Единственное, хотелось бы сказать, что когда будете собирать данную модель, то учитывайте размер и, конечно, вынос ствола, потому что ствол у нее довольно-таки большой, и если танки еще как-то нормально, ну, Армата тоже с длинным стволом, то есть чтобы эта модель просто банально поместилась к вам на полку. Ну и небольшим таким вот нашим сегодняшним, так сказать, приятным дополнением к нашей сегодняшней передаче мы вам продемонстрируем сейчас нашего коллеги, моделиста Павла Молочко. Вот такая вот собранная модель именно от компании Trumpeter. Вот именно вот построена из вот такого вот набора. Вот такая вот модель. Поэтому еще раз говорю, что только что я сейчас вот сказал, повторюсь еще, вы имейте в виду, что модель довольно-таки внушительная. Конечно, очень хорошо смотрится с вертикально поднятым стволом, как на различных танковых биатлонах и выступлениях именно. Но тем не менее, есть у нас теперь альтернатива в виде компании «Звезды», которая выпускает тоже модель. Так что приходите к нам в магазины, приобретайте. Я думаю, что это будет великолепным дополнением вашей великолепной коллекции на полке. Так что спасибо еще раз компании «Звезда» за новые модели. Ну а вас, уважаемые покупатели, мы ждем в наших магазинах, соответственно, за новинками. Это был Павел, магазин «Мир моделей». До новых встреч!